Всем привет! Это канал Russian Language Club и меня зовут Марина. А сегодня мы с вами поговорим о российских сериалах или что посмотреть на русском языке. Меня часто спрашивают, что посмотреть. Я хочу посмотреть русские сериалы. Какие вы можете рекомендовать, посоветовать? И сегодня я как раз подготовила топ-10 сериалы, которые интересны, которые полезны и в которых современный русский язык. Эти сериалы я советую смотреть в двух вариантах. Если у вас русский язык intermediate или upper intermediate и выше advanced fluent, то вы можете смотреть эти сериалы только на русском языке. Не надо включать субтитры. Если ваш уровень pre-intermediate, basic или elementary, сначала смотрите сериал на английском или на вашем родном языке. И только потом включайте русскую версию. Почему? Так вы поймете все детали сериала. Если вам удобно, смотрите с субтитрами. Хотя я не очень люблю и не очень советую смотреть сериалы и фильмы с субтитрами, потому что много времени вы будете только читать, а не смотреть и слушать. Но субтитры могут хорошо работать, если сначала вы смотрите с субтитрами, а потом вы смотрите без субтитров. Так будет лучше. Итак, мой топ-10. И первый сериал, конечно же, очень известный. Его советуют все преподаватели русского языка. Это сериал «Как я стал русским». Молодой человек из Америки приезжает работать в Россию, в Москву. Кстати, у него родственники из Москвы. И здесь, в Москве, начинается его новая жизнь. Он становится, как я стал русским, он становится русским. У него появляются русские коллеги, русские друзья, русские непривычные ситуации, которые могут быть только в России и только с человеком, который здесь живет, работает или учится. Это комедия, то есть вам будет точно смешно и интересно. Сериал небольшой, всего 20 эпизодов. На втором месте популярный российский сериал «Кухня». Это очень длинный сериал. Всего в этом сериале 6 сезонов. Это 120 эпизодов. Также есть продолжение этого сериала, другой сериал, который называется «Отель Элеон». Герои те же, идея одинаковая. Это сериал о коллегах, о поварах, которые работают в одном известном московском ресторане Клод Моне, и дальше ресторан меняет название Виктор. Этот телесериал называется «Кухня», но у него есть очень интересный слоган «Вкусная комедия». Если вы любите готовить, то вам точно понравится этот телесериал, потому что там очень много полезных советов, как нужно готовить некоторые трудные французские блюда. Вам точно понравится герой этого сериала, и вы будете жить вместе с ними. На третьем месте телесериал для тех, кто очень любит спорт, а именно для тех, кто любит футбол. Это современный новый телесериал, называется «Большая игра», о футболе в России. Вы, может быть, знаете, что русские люди очень любят футбол, и совсем недавно
в России проходил чемпионат мира по футболу. Как раз в этот же год и появился этот телесериал «Большая игра». Этот сериал о сборной России по футболу. И у сборной России появляется новый, необычный, непрофессиональный тренер. Это тренер из армии. Он работал поваром в российской армии, а теперь он тренирует сборную России по футболу. Интересно? Обязательно посмотрите. Всего 16 эпизодов. Четвертый сериал – это для тех, кому интересно узнать, как живут молодые люди в России. Сериал называется «Светофор». Да-да, красный, желтый, зеленый. В этом сериале будет очень много смешных ситуаций о жизни молодых людей. Как они знакомятся, как они ищут работу, какие у них проблемы, что они делают в свободное время и так далее. В главных героях 3 молодых человека, и вы узнаете всю историю их жизни. Сериал длинный, 10 сезонов и 200 эпизодов. Если вам нравятся исторические сериалы, но вы хотите что-то простое и легкое, то советую вам посмотреть сериал о Советском Союзе, а именно о периоде с конца 80-х годов. Сериал называется «80-е». Это история о жизни молодых студентов, как они начинают свою жизнь в советское время, какие у них есть интересы, какие у них есть проблемы и так далее. В этом сериале очень много реалий из советской жизни. Всего 6 сезонов, это чуть больше 100 серий, но в этих сезонах и в этих сериях, эпизодах вы сможете увидеть, как жили люди в СССР. А если вы хотите узнать детали, то пишите мне в комментариях, у меня как раз есть хороший курс. Курс Soviet Reality проходит на онлайн-платформе. Это интерактивная платформа. Вы будете смотреть фрагменты из телесериала «80-е» и делать задания грамматические, лексические задания. Вы узнаете больше интересного о простых людях, о простых советских людях. Еще один исторический телесериал называется «Оптимисты». Почему исторический? Потому что главные герои живут в СССР. Это молодые специалисты, которые работают в Министерстве иностранных дел. Молодые специалисты как раз должны работать с иностранными дипломатами и показывать им советскую жизнь. Это сериал о дипломатах, о молодых дипломатах. Всего 1 сезон. Есть детективная история. Смотрите, 1 сезон, 13 эпизодов. Еще один спортивный телесериал, но уже о другом популярном спорте в России, о хоккее. Если русский человек не смотрит футбол, то что он делает? Он смотрит хоккей. И это правда, хоккей очень популярный вид спорта в России. Сериал «Молодежка». История об одной команде, которая называется «Медведи», и о том, как каждый спортсмен добивается успехов. Это очень трудно добиться успеха в профессиональном спорте, но здесь не только о спорте, здесь и обычная жизнь спортсменов. У этого телесериала был очень хороший спонсор – Континентальная хоккейная лига, КХЛ. Если вы любите хоккей и хотите узнать больше о спорте в России, то посмотрите сериал «Молодежка». 6 сезонов, 260 эпизодов. Думаю, в России очень любят исторические сериалы.
И следующий сериал как раз об важном периоде в истории России, о Екатерине II. Как немецкая принцесса стала российской императрицей. История ее приезда в Россию и того, как она достигла величия, стала Екатериной Великой. Всего 3 сезона, но каждый сезон очень важный. Первый сезон – это как Екатерина стала императрицей. Второй сезон – ее взлеты, как она добивалась успеха. И третий, последний сезон о том, как Екатерина боролась с самозванцами, то есть с людьми, которые претендовали на роль императора. Очень качественная работа режиссера, актеров, операторов, директоров, продюсеров, художников. Все, кто принимал участие в создании этого фильма, большие молодцы. Отличный и очень красивый телесериал. Ну, а если вы не хотите историю, не хотите комедию, то я вам предлагаю драматический, психологический, криминальный телесериал, называется «Мажор». Телесериал о молодом человеке, который пришел работать в полицию, и он хочет раскрыть тайну, узнать секрет убийства своей матери. Телесериал остросюжетный, боевик, много криминала и много тайн. Если вам интересно, то смотрите телесериал «Мажор». 3 сезона, 40 серий. И на последнем 10-м месте 2 телесериала. Почему 2? Потому что оба этих телесериала комедийных и о политике. Если вам интересна политика, то посмотрите эти телесериалы. Первый называется «Год культуры» и второй «Домашний арест». Истории похожие о том, как один министр, чиновник, делает что-то неправильное и становится обычным российским гражданином. Год культуры. Чиновник начинает работать в университете. Домашний арест. Чиновник возвращается на свою родину, а именно в квартиру, где он прописан. Интересные сюжеты, интересные истории, интересные артисты и интересная работа режиссера. Эти телесериалы показывают разницу в жизни богатых и бедных людей. Но это комедия, здесь все очень смешно и обязательно happy end. Вот список телесериалов, которые я вам рекомендую посмотреть. В комментариях вы найдете чек-лист с фильмами, телесериалами и мультфильмами, которые я тоже вам рекомендую посмотреть. Кстати, в чек-листе будут и другие телесериалы. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал Russian Language Club и жду вас в Instagram, Telegram, Facebook и YouTube. Пока-пока!